Как вы думаете, стоит ли вести блог в 2025 году? Вот уже вторая половина года идет в разгаре, и действительно, стоит ли вкладываться вообще в создание контента в блоге на вашем проекте? На самом деле, мнения действительно SEO-специалистов разделяются по одной простой причине. С введением AI Overview блоги перестают получать реально трафик. Я это замечаю по трафику своих клиентов, но обратил внимание, что не все мои клиенты потеряли трафик с блога, а лидогенерация с блога на некоторых проектах сохраняется на текущих позициях. Чем отличается трафик с блогов у них, от других, кто потерял трафик в блоге? Я расскажу об этом видео, кому не нужно вести блог, кому нужно вести блог и как нужно его вести в этом видео. Присаживайтесь поудобнее, делайте себе чай, кофе и давайте мы начинаем. Если обратиться к статистике, посмотрим на статейку New York Post, которая была опубликована совсем недавно, они прямо говорят, что возросла доля так называемых zero clicks. Это те самые клики, которые люди не делают, когда заходят в Google. Она выросла до 69% в сравнении с 56% с прошлым годом. То есть, объективно говорим, да, введение Overview повлияло на издание и повлияло на трафик сайтов. Где оно практически не зацепило, это в коммерческой нише, но львиная доля пришлась как раз на информационный контент, на статьи в блоге. И если смотреть на SEMrush Report, посвященный AI Overview, можно также увидеть, какие ниши были затронуты, в каких нишах AI Overview начал появляться чаще. Собственно, мы видим в целом, что статистика zero кликов растет, и, соответственно, задаемся вопросом, нужно ли вести блог. Поэтому переходим к моему первому вопросу. Кому не нужно вести блог? Я решил, конечно же, спросить ChatGPT, всевозможные другие системы, для того, чтобы понять, что он знает по этой теме. Да, он мне тоже помог, и я нашел несколько интересных статей, которые я изучил и хочу предоставить на, собственно, анализ. И заодно это и пример статей блога, кому это поможет. Давайте разберемся изначально вообще, кто потерял трафик на сегодняшний день. Согласно статистике, блоги, которые посвящены тематике Your Money, Your Life, да, та самая тематика, про нее у нас есть видео на канале. Это все, что касается здоровья и финансов, юридической сферы точно так же. Потеряли в блоге трафика до 65%, то есть потери составили. Это сайты, которые не имели доказательного опыта и лицензий. То есть такие сайты, которые являются просто блогами, созданными на коленке, да, с целью получения трафика, рухнули очень сильно. Там остались какие-то единичные статьи, которые, возможно, являются уникальными. Также в нише в тег и SaaS, да, это ниши технологий, посвященные либо сервисам, например, как наш сервис, потери составили от 30 до 50%. Причина простая. Огромное количество шаблонных классических инструкций без кейсов, то есть без инструкций, без скриншотов, без пошаговых действий. Это тоже повлекло к тому, что такие сайты начали выпадать. Само собой, форумы начали отваливаться, так называемые старенькие UGC форумы начали терять трафик. Причина потому, что с форумами уже ведется с 2023 года борьба, то есть они начинают потихонечку выдавливаться. Кроме Reddit, который стоит на первом месте практически всегда по любой теме. Ну и, конечно же, что поднялось? Давайте вот сейчас вот мы объяснили, кому это не нужно. Что поднялось? Поднялись авторские блоги с кейсами. То есть, если блог какого-то конкретного автора, который рассказывает какие-то интересные кейсы, они начали подниматься и начали ранжироваться. Яркий пример я сейчас вам покажу. Вот статейку, которую вы сейчас видите. Я ее нашел просто в интернете и решил проверить какого-то агентства, статейка такого же, как мы. Вообще сделанная практически вся на GPT, рисуночки. Хотя нет, рисуночки это не GPT, такой старенький дизайн, если можно посмотреть. Текст, возможно, написанный GPT, но эта статья блога и будет фактически для нас интересна для изучения. Потому что вот такая вот статейка, вот с таким мусорным контентом оказалась, полезной. Хотя я не знаю, она выглядит отвратительно. Вот. Но статейка реального автора, какого-то Питера Ростера, вот он работает, вот у него есть соцсети. Вот он, собственно, и расписал интересную статистику, да, то, что он собирал по статьям. Я уверен, что статья написана в чистом GPT. Вот, то есть интересный вариант. Статья не является написанной человеком, она, возможно, написана самим
роботом. Но она имеет много на что нужно будет обратить нам внимание. Вот сейчас мы проанализируем эту статью с точки зрения SEO-шки и посмотрим, что тут есть. И мы многие вещи, которые будем здесь видеть, они являются для блоговых статей тем, что надо. То, на что нужно смотреть. Да, вот Core Update ключики, вот они здесь предложения. Мы видим, что контент полностью сгенерирован. Он вообще full AI-шный. То есть здесь без вариантов статья в блоге, которая ранжируется, вот она по SEO-шке более-менее оптимизирована, читабельность хорошая, грамматика идеальна. То есть метаданные все прописаны, вот обрати внимание на ключики, обрати внимание на description, мы к этому всему вернемся. И ответим на вопрос, какие блоги нельзя вести и какие блоги можно вести. На своем опыте я точно могу сказать, кому нельзя вести блоги. Интернет-магазинам. Причина простая. Если вы будете вести блог в интернет-магазине, есть очень высокая вероятность, что Google может понять, что вы не магазин, а блог, и начать вас ранжировать как блог и перестать ранжировать как магазин. Есть эти негативные кейсы. Я сразу говорю, интернет-магазину блог вести очень осторожно и темы выбирать очень осторожно. Как выбирать темы, тоже расскажу более детально, но мы это рассказывали на наших кузнях. Я думаю, те, кто с меня смотрит регулярно, знают, поэтому не забудьте подписаться и посмотреть видосы на нашем канале, где я старался на эти темы рассказывать. Кому еще не нужно писать блоги? У меня есть интересный кейс, это сайты, которые занимаются оказанием услуг. То есть сайты, которые делают услуги. Медицинские услуги, какие угодно услуги. Услуги по ремонту стиралок, чему угодно, техники. Их много сайтов, самых разных, с которыми мы работаем. И здесь есть один нюанс. Если писать блог, вы четко должны понимать, что вы с этим клиентом будете делать, который почитал вашу статью. Как вы мотивируете его перейти на ваш сайт? Допустим, вы работаете в Одессе, а сайт читает вся Украина. Как вы сделаете так, чтобы вот одесситу было это интересно? Как перенаправить трафик, допустим, киевлянина, к вам на сайт? Как это все реализовать? Задачи, которые стоят действительно при создании блогов. То есть, если у вас локальный бизнес, вы сразу становитесь жестко ограничены. Что делать с людьми, которые читают ваш сайт не с вашего целевого региона? Соответственно, либо надо выбирать темы, которые будут касаться региона, но это сложно. Либо придумать, как направлять лиды, допустим, на другой регион. Одно из решений – это создание сетки сайтов в каждом городе, и, соответственно, перенаправлять трафик, допустим. Он понимает, что он сидит с Киева, ему предлагает: перейдите на наш сайт в Киеве, и там закажите услугу. Это вот оптимальное решение для сайтов, которые оказывают услуги, если вы указываете не по всей Украине, к примеру, не по всей стране. Вот. Про интернет-магазин сказал. Где еще точно не нужно вести блоги? Это сайты, так называемые обменники, которые оказывают сервисы, допустим, обменники валют, какие-то калькуляторы, сервисы. Вот им блог вести тоже очень проблематично, потому что вы там будете писать? То есть какие-то общие инструкции, окей, люди почитают, как они будут пользоваться вашим сервисом. Вам нужно четко включать call to action, почему ваш сервис решает эту проблему. И, соответственно, не все темы вам подойдут. То есть, если у вас уже нет привязки к региону, но есть привязка к сервису, который вы делаете. Например, у вас сервис, который обрабатывает картинки, соответственно, для Инстаграма. Нужно так подбирать контент, чтобы это заинтересовало людей, чтобы он захотел на вашем сервисе обработать эту картинку и рассказать, как это делается. То есть ваш персональный контент должен там присутствовать. Вот. Кому точно нужно вести блоги? Агентствам, которые работают, допустим, по оказанию услуг B2B. Что там нужно писать? Это, конечно же, кейсы, делиться опытом и рассказывать мануалы, инструкции, которые вы часто даете своим клиентам. То есть, например, вы делаете какие-то задачи, у вас есть инструкции, которые вы часто даете своим клиентам делать. Вы можете в общих чертах рассказать эту инструкцию с мотивацией: вот закажи у нас, услугу, и получишь эту инструкцию. Таким образом можно ловить на лидогенерации для компаний. Здесь с блогом можно пойти в этом направлении. Где еще можно точно вести блог? Это сайты, которые занимаются, допустим, туристическим бизнесом. Там блог вести можно, потому что люди изначально непонятно откуда могут перейти к вам и заказать туристические услуги. То есть в туристической нише блог полезен, потому что рассказывать, как там местечковые моменты, как туда пойти, как поехать, что там за достопримечательности, это работает. Интересно ли, нужно заказывать ли, вести блог для сайтов, которые занимаются недвижкой, это вопрос открытый. Я его оставлю для комментариев. Вы можете написать в комментариях, стоит ли вести блог, приводит ли он целевых клиентов или не приводит, а если и приводит, то каких, как их правильно монетизировать. Вот этот вопрос интересный, кто занимается недвижкой.
там застройщики или просто перепродают недвижку, допустим, создали агрегатор. Вот интересный вот такой вопрос, который я вам задам. А что по поводу сайтов, которые являются блогами по умолчанию? Вот я про них ничего не сказал. На самом деле сайты-обзорники на сегодняшний момент довольно себя хорошо чувствуют. Сайты, которые что-то обозревают, какие-то сервисы, построены по принципу агрегатора с огромным текстовым материалом, они прекрасно себя чувствуют. Допустим, сайты, которые зарабатывают на аффилиат-линках, например, наш проект, которым мы занимаемся по крипте, и на нем классические аффилиат-линки на брокеров всевозможных, дает результаты как раз именно в блоге. Мы на сайт не делали пока что никаких линков, мы его продвигаем через соцсети, но из позитивного опыта блог начинает ранжироваться, дает трафики, дает переходы по рефам и регистрации. Есть и депозиты, есть и регистрации, поэтому да, это работает. Блоги, которые построены по аффилиейтам, да, требуют серьезных вложений в контент, но учитывая GPT, сейчас с этим проблем никаких нет. Вы можете создать 50 блогов, заполнить их GPT-контентом, какой-то один выстреливает, остальные убиваете и продолжаете делать в том же духе, создавая все новые и новые блоги на новых сайтах для того, чтобы они ловили трафик. Не все сработают, помните простое правило, выживает несколько. Поэтому в один сайт вкладываться нет смысла, вкладывайте сразу в несколько таких сайтов. Да, это может быть накладно по деньгам, по созданию контента, работа человека часов, заливка. Но все можно автоматизировать сегодня на данный момент. У нас есть в этом деле опыт, вы можете к нам поэтому обратиться. Переходим, собственно, что делать блогом сейчас. Учитывая актуальные тренды, это июньский Core Update, который выкатывается прямо сейчас, майские просадки, как говорится, не останавливаются, и выдача до сих пор дрожит. Google в ответ решил добавить такой функционал, как Offer Wall. Этот функционал позволит вам настроить микроплатежи на своих сайтах за контент. Я понимаю, что многие уже западные издания начали вводить подобный функционал, когда у вас контент скрыт, и он открывается только если вы проплатите за него. Некоторые используют более агрессивные методы монетизации. Но мы можем одно сказать, что индустрия уже сегодня серьезно страдает от увольнений, новостная ниша и блоги начинают разваливаться, а мелкие сайты, возможно, и вообще теряют трафик и уходят на дно. И давайте разберем вообще, что делать на сегодняшний день более детально. Первый пункт, который вам нужно сделать, это аудит контента, такую ревизию контента сделать. Нужно изучить вообще статьи, которые у вас упали, посмотреть, какие статьи вообще не приносили трафик, и вообще удалить и либо объединять статьи, в которых было около меньше 800 слов, и вообще эти статьи не имели трафика. Эти статьи можно смело сносить, новый апдейт их не полюбит. Я заметил, и AI Overview цепляется за более длинные статьи, более 800 слов, да, не символов, а слов, более 800 слов, и, собственно, надеяться, что вы поймаете хоть какой-то трафик на них, близится к нулю. Чем нужно будет заняться дальше? Нужно будет везде подобавлять авторские кейсы, фото, цитаты экспертов. Более детально я вот дам чек-лист в середине видео и расскажу детально, что нужно добавлять. Но это то, что нужно будет заниматься контент-ревизией, то есть удалять, объединять старое и, конечно же, перерабатывать то, что полезное старое. То есть нельзя будет оставлять даже статьи, которые вот одни хорошие. Их нужно все будет обновлять, иначе они сегодня хорошие, а завтра уже не очень. Вот. Конечно же, чем нужно будет заняться, это прокачать ваш EEAT. Да, нужно будет создать биографии авторов, реальные соцсети, истории, то есть их нужно начать будет вести. Это работа кропотливая, и она требует вложений, временных вложений в контент. Просто, да, ведь даже если у вас есть авторская колонка, ваш есть автор, он там не ведет, например, LinkedIn, но ведет там свой личный Instagram, он личный у него, он никого туда не зовет. Можно ему создать профиль в соцсети X, можно создать ему профиль в том же LinkedIn, начать там вести контент, начать публиковать его свежие мысли, обновления этих мыслей, то есть добавлять какие-то факты, интересные републикации старых статей, которые вы обновляете. Это создаст уже видимость для поисковой системы, что блог живой, страница живая и автор живой. Это все учитывается на сегодняшний день. Вот. Конечно же, нужно будет переписать все статьи под формат AI Overview, то есть формат абзац-ответ 40-60 слов и списки. Да, я вам показывал не просто так ту статью, которая
занимает первое место, да, которое я нашел просто в интернете. Она вся написана AI Overview с генережкой полной. Да, да, и даже ее подхватил Google AI Overview, вот этот вот, он подхватил эту статейку и предложил мне ее как ответ. Учитывайте современные тенденции. То есть даже стопроцентно написанный AI-контент с правильными цифрами, с правильными персонами может взлететь в топ. Это факт. Что еще нужно четко делать? Это, конечно же, определение, факи и видеоврезки. Видеоврезки делать на сегодняшний день очень просто. Вы берете, снимаете контент, делаете из него нарезочки, загружаете отдельными видео на свой канал и добавляете, конечно же, в статьи. Видеоврезки сильно повышают качество материала на сегодняшний день. Про видео мы говорим уже очень много лет. Мы говорим, что введите свой видеоблог и используйте эти видеоврезки в ваши статьи. Вот, конечно же, что нужно будет сделать, это, конечно же, смена семантики, так называемой в мофу-бофу. Это гайды в стиле лучше, там, best, там, и там добавляем год в конце. Это все работает. Вы смеялись, например, с нашего, возможно, калькулятора заголовка, который просит постоянно цифры, скобки, сильные слова, а мы не смеялись, мы знали, что к этому все идет. И теперь наш калькулятор title, который вы видите, ссылочку вот сейчас здесь, и ссылочка будет в описании, это то, что вам нужно, на что нужно будет сейчас пересматривать. Мы сейчас создаем наш Unmiss Content Editor, в нем можно будет сразу посмотреть ваши тайтлы, и он сразу скажет, где чего не хватает, где нужно будет переписать заголовки, и вы с легкостью сможете это сделать. Вот. Следующий пункт, на который нужно обратить внимание, конечно же, это диверсификация трафика. Если у вас падает трафик с Гугла, его нужно тоже где-то брать, потому что иначе, у вас не будет трафика, не будет клиентов, не будет заработка на рекламе, не будет продаж, если говорить прямо. Поэтому подключайте такие каналы, как email, подключайте LinkedIn. В LinkedIn можно побустить посты. Да, там дороговасто, но можно побустить посты. Используйте YouTube Shorts для того, чтобы привлечь внимание. Вы нарезаете свой контент в шорты, да. То есть вы сняли ролик и просто нарезайте его в шорты. Вот, например, дизайнер так сделает с моим роликом. Нарезайте в шорты и выпускайте эти шорты каждый день у себя на канале. Просто самые важные мысли выкидываете в шортс. Подключайте туда же TikTok, подключайте сюда же Instagram в надежде на engagement, чтобы попала нужная целевая аудитория. Классические хэштеги, здесь все это работает. Конечно же, за счет этого ChatGPT будет вас рекомендовать, потому что в очередных датасетах он будет узнавать, что вы такой есть, что вы персона, что вы живая, он знает про вас какую-то информацию, может вас нагуглить. И таким образом вы скомпенсируете недостачу трафика с Гугла. Ну и, конечно же, техническая гигиена никуда не уходила, я про нее всегда буду говорить. Это, конечно же, зеленые показатели по PageSpeed. Наш Unmiss инструмент позволяет это сделать. Вы можете посмотреть, как выглядит ваш сайт, посмотреть, как у вас дела с PageSpeed, поэтому можно бесплатно проверить свой сайт на нашем сервисе. Ну и, конечно же, сайты, помните, с хорошими метриками пострадают меньше. Теперь переходим к нашему чек-листу, как правильно вообще переформатировать блог для того, чтобы его хотя бы уже можно было писать. Многие вещи будут касаться как раз правильного подхода к контенту, как его создавать и как наладить свой блог. На примере мы будем смотреть блога SEMrush. Вот самый простой пример, куда мы будем заходить. Вот, смотрите, обратите внимание, что блог, который нас встречает, да, у него есть заголовок такой достаточно длинный, да, мы видим, что он структурирован по хлебным крошкам, то есть это очень тоже правильно делается, когда статьи блога разбиты. Но давайте внимательно смотреть метрики. Вот будем по заголовкам идти, как вообще статья создается. В первую очередь это title. Мы смотрим title, какой он у вас есть. Вот мы видим вот этот заголовок SEMrush Report, AI Overviews Impact on Search. Вы видите, да, собственно, вот он заголовок, он неплохой. Первое, что нужно, конечно же, сделать, это проверить заголовок в выдаче. Какие вот заголовки у конкурентов, то есть кто пишет по подобной теме, то есть видите, да, вот посмотрите общая логика, на котором они основаны, все эти заголовки, и старайтесь придерживаться этой же логики, то есть вы должны вокруг этой логики и строить ваши тайтлы.
Вот. Ключевое слово в начале. Да, SEMrush очень оригинально использует, он наоборот игнорирует это правило для того, чтобы выделяться, да, то есть все АИ, то есть они решили, ну, наверняка, что вот уделить какую-то часть символов своему бренду, что это они сделали. Но тоже очень сильный репорт, это очень важное ключевое слово, что они сделали этот репорт. Вот, то есть Google и опыт Брайана Дина показывают, что заголовки, которые с загруженным ключом вот в первом блоке, да, они повышают CTR. Вот такого формата, вот заголовочки, да, такого формата. То есть, смотрите, они вот решили пойти против течения, да, ну, они подчеркнули, что именно они сделали это исследование, вот это важно. Вот. Формула, которая при создании тайтлов, она строится из трех составляющих. Keyword, benefit и бренд. То есть ключевое слово, преимущество и ваш бренд. Порядок может, конечно, отличаться, но в целом вот общая логика построения вот такая. Если бренду нет места, бренд обычно не пишет. Ну, стараются писать. Как мы видим, да, SEMrush очень грамотно бренд включил, да, преимущества, то есть свои, что они сделали репорт, да, и overview, impact search. И год. Очень важно для блога, не забываем про год. Стараемся заголовки держать в районе 60 символов, видите, здесь всего 54, чтобы он не обрезался. 60 это реально крайнее значение. Если вы заходите уже за 61, есть риск, потому что некоторые буквы имеют разную длину, они могут быть обрезаны. Вот, обращаем на этот момент внимание. Теперь переходим к следующему моменту. Это автор и микроразметка. Давайте посмотрим. У нас здесь есть автор. Вот, мы сейчас идем вниз. Автор, правда, он почему-то здесь не размечен. Но мы давайте проверим, потому что автор есть. Автор Горанко. Возможно, она как-то размечена иначе. Мы воспользуемся другим инструментом, который занимается микроразметкой, и проверим его сейчас непосредственно. Вот мы смотрим микроразметочку article. Давайте поищем. Нет, автор есть. Вот она. Жанна Горанко. Видите, вот и есть ссылочка на страницу автора. То есть у вас должен быть автор, правильно с прописанной микроразметкой. Иногда можно прописывать same as. То есть если у вас автор написан по-украински, вы можете same as прописать по-русски, same as прописать по-английски. Это вот здесь прописывается еще same as. То есть есть страничка этого блога, ну, этого автора, то есть линк на ее персональную страничку на SEMrush. И уже здесь есть, соответственно, своя микроразметка, которая идет на конкретные соцсети. Здесь же в урлах можно и добавить соцсети ее, то есть можно урлом добавить несколько. Таким образом, подчеркнув, что она, конечно же, здесь есть. Микроразметочка, на самом деле, вы видите, что здесь прописано очень неплохо для автора. Тут даже еще прописано непосредственно, что какой-то жанр публикации. Но мы говорим сейчас только про вот этот кусок. Какие тут есть сигналы? Есть классические EEAT-сигналы. Есть имя, есть должность. Вы обратите внимание, да? И, соответственно, профили на реальные соцсети и какое-то описание биографии. Небольшое, не надо писать простыни, можете коротко написать, кто этот человек, чем он значим, в какой сфере. Вот эта биография, она должна тоже присутствовать. Вот, давайте проверим, что здесь еще есть. Очень важный пункт, который в микроразметке нужно обязательно прописывать, это date modified, когда статья обновлена. Обратите внимание, что эта статья, она свежая, она date modified, совпадает с date published, но date modified есть. Когда они обновят статью, она будет обновлена. И, соответственно, будет для Гугла важно, что он ее обновил, и Google учтет, что это свежий обновленный контент. Не надо обновлять статью, если вы поменяли в ней 3 слова. Обновлять date modified надо в том случае, если статья переписана хотя бы было больше, чем на 40%. Поэтому уделяйте этому моменту внимание. Вот, само собой, в этом авторском боксе вы можете посмотреть, в этом вот страничке с этим авторским боксом есть список материалов, да, с модификацией, там, с call to action, все как положено, оно никуда не девается. Даже если посмотреть на конкретную статью, вот мы вернемся, этот блочок с автором, так, давайте мы вернемся, вот, как раз вернемся в эту статейку. Вот, а что у нас здесь есть, да, у автора, вот здесь можно вернуться внизу, я уверен, что здесь будет еще авторский бокс. Вот он, маленький авторский бокс с мотивацией подписаться на автора, на других авторов. То есть вот этот блочок, его нужно не избегать, его нужно прорисовать, грамотно поставить внизу статьи. Это просто вот азбука. Автор,
Проехали. Следующий пункт. У нас будут картинки. По поводу картинок в блоге сломано много копий. Раньше мы ставили просто картинки, потом мы ставили какие-то особенные картинки, потом пошла волна инфографик. На самом деле все зависит от ниши и то, что зритель хочет увидеть. Он точно не хочет видеть стоковую ерунду. Он точно не хочет видеть непонятно что, не подписанное просто ни к селу, ни к городу. Картинка должна мотивировать его, прочитав один кусок текста, перейти к следующему. То есть вот пример, мы как раз смотрим, классическая картинка Why should care about AI overview? Картинка и текст. Почему? То есть она отвечает, задает вопрос, ставит тебе сразу картинку и говорит, вот почему. Вот почему ты должен обращать внимание. Потому что она съела всю выдачу. Вот посмотри, это классическая выдача Гугла, а результатов нет, они где-то там внизу. Я сбрасывал клиенту экран, где с мобилки я вбил запрос, и его первое место было спустя 9 экранов, которые я пролистал вниз. С учетом рекламы, всех остальных блоков, он был на первом месте, он был на 9 экране. То есть, ну, как бы логично, да, то есть это важно. То есть вы видите, что нет выдачи. Человек вбил выдачу, а выдачи нет. То есть вот им яркий пример. Поэтому изображения как бы в блоге, они мотивируют человека читать дальше. Вот, далее классический пример это инфографика. У вас есть цифры, превратите цифры в вот такую картинку. Не знаете, где это делать, зайдите в Excel, сделайте там, дайте дизайнеру, он перегонит. Либо есть в Canva можно нарисовать, в чем угодно можно нарисовать. Я считаю, что картинки нужно делать. Я люблю Excel, в Excel много таких штук можно делать, просто закинул цифры, получил картинку, вставил, а дальше уже подписал красиво, в Excel это можно тоже делать. А дизайнеру просто заменить на фирменный стиль, прорисовать то, что нужно, это уже делать техники. Вот. Так что вот мы видим и графики, господи, мы видим четко прорисованные картинки, даже табличка, которая сделана в виде картинки, обратите внимание, да, она сделана картинкой, а не вставлена. Более того, я вам скажу по-хорошему, таблицы в блоге лучше не ставить. Лучше используйте их в виде картинки, потому что таблица ваша особо никому не нужна. Более того, сверсткой на мобилках она может проблематично отображаться, но вставленная грамотно в картинку таблица с мобильного телефона будет легко читаться. Поэтому обращайте на этот момент внимание. Вот. По поводу картинок. У каждой картинки есть свои альт-теги. Как это проверить? Вот я постоянно пользуюсь нашим сервисом. Я вот могу выбрать Images. Я вот могу увидеть эти картинки. И я вижу, что у них есть там где-то прописаны альты, где-то не прописаны. Я вижу, что вообще местами альты не прописаны у картинок. Давайте проверим. Вот, возьмем вот эту картинку. Проверим код. Да. Альт-тег написан мусорный, видите? Вот такой просто какая-то ерунда вставлена. Ну, так не надо делать. Альт-тег нужно четко писать, что это за картинка. То есть можно прямо заголовок картинки вставить. То есть вот то, что вы видите, да, вот. То есть вот я вижу, здесь альты, они, видите, вот делали, ну, некачественные. Image semi-блок. Ну, то есть так не нужно делать. Как альты делать? Ну, конечно же, можно вот посмотреть вот здесь. Это Нью-Йорк Пост. И давайте посмотрим, где у них альт. Альт. Не вижу альт. Сейчас подсвечусь при помощи своего метода. Вот где-то альты есть, видите, вот альты есть подписанные у изображений. Вот альты есть, вот альты есть. То есть вот я вижу, что альты прописаны и прописаны качественно. То есть четкая картинка и что на ней происходит. Не забываем про альты. Многие забывают, когда заливают контент. Просто вот оно вот как есть. Подписывайте ваши изображения. Это любит Google, любит AI. И в принципе ранжирование по картинкам никто не отменял. Вот. Всевозможные форматы для сжатия изображений тоже годятся. Да, WebP классический, AVIF есть еще формат. Сжимаем картинки меньше 100 килобайт. Давайте посмотрим, сколько вообще эта картинка весит. Правда, здесь я не могу посмотреть реальный вес картинки. Вот, давайте откроем картинку в новой вкладке. Вот, я ее сейчас сохраню себе. Вот. Вот.
И хочу посмотреть свойства этой картинки. Вот эта картинка сейчас, что я сейчас вывел, она весит всего 53 килобайта. 56, видите. То есть достаточно большая картинка, 56 килобайт. Вот это отличный формат. То есть обратите внимание, что это WebP. Вот, и она занимает мало места. Поэтому да, формат изображений важен. Поэтому пережимайте, используйте правильную работу с вашей CMS. Если у вас так это не работает, значит, поставим задачу программисту, чтобы они так сделали. В противном случае, мы будем в роли догоняющих. Поэтому да, на это нужно тоже вложиться. Само собой, EXIF данные в SEO реально ничего не значат. На них можно забить и не заниматься ими, они вам не нужны. Это там, где мы фоткаем, говорим, что мы сфоткали точку с этого устройства. EXIF данные, как оказалось, вообще не имеют никакого смысла. Вот. Ну и, конечно же, каскадная подгрузка для мобилок изображений – это must-have. То есть, когда загружаются не все картинки, они подгружаются, когда я долистал. Это важно, потому что большой блок с огромным количеством статей будет плохо ранжироваться. Едем дальше, переходим к линкам. Раньше все ошибочно думали, что если вы ставите external линки, это исходящие линки, у вас будет таять вес. Это мнение я слышал вплоть до 2023 года, с того момента, как начал заниматься SEO. Я его слышал постоянно. Вот, нельзя ставить внешние линки, их нужно закрывать ноуфолловым, обязательно закрывать ноуфоллов. Но я обратил внимание, что многие сайты так не делают, и они прекрасно занимают топ. А потом начал думать, если так все есть сайты, которые просто ставят тьму линков, но они ранжируются в топе. Чего их вес не потаял? Что на них много входящих линков? Нет, иногда находил сайт, на которых входящих линков меньше, а исходящих гораздо больше, и они были в топе. Причина была в другом. Возможно, ранжирование мы понимаем неправильно. И, может, это правило работает на сайтах-нулевках, которые вообще нулячие, и там, разбазаривать вес первое время не стоит, да, для того, чтобы хоть как-то попасть в ранжирование. А на больших сайтах, то есть, когда уже мы говорим про топ-10, это не нужно. И я могу одно сказать, что в блоге это правило работает в противоположную сторону, как вы учили SEO до этого. На примере этой же статьи я могу увидеть, какое количество исходящих ссылок вот просто есть на этом сайте. То есть тут помимо и картинок всевозможных, которые идут на их на их собственном, как его называется, блоге, да, то есть можно посмотреть. Есть много ссылок на другие сайты, то есть их действительно много. Если вы будете листать, вы увидите, что есть очень много всевозможных ссылок на ту же Google Аналитику, видите, то есть там и на какие-то другие сайты, на ссылку на SEO Quake. То есть давайте посмотрим, какие из них do follow. Помимо семрашевских, да, то есть вот можно посмотреть, да, то есть есть Google Tag Manager, они спокойно себе не закрывают линку. То есть не волнует их то, что она исходящая, да, Data Sleep, то есть вот можно посмотреть, да, вот какие у них исходящие ссылочки. Да, есть и nofollow по закрытые ссылочки, то есть на отдельные тут скрипты, можно посмотреть на Facebook, их, собственно, сети закрыты, потому что они в подвале, то есть подвальные ссылки как бы по умолчанию закрываются. А здесь же мы видим, что ссылки, небольшое количество ссылок, которые здесь есть, вот если смотреть, да, исходящие, они идут открытые. Я проверял это и на других статьях в топе. Открытые линки делают все. Для примера я решил открыть сайт Backlink, это известного SEO-блогера, который прекрасно ранжируется в топе. У него огромное количество линков, которые do follow открыты, помимо его собственного сайта, да, можно увидеть огромное количество сервисов, на которые он вообще оставил do follow, не парился. То есть обращаем внимание, да, что этот момент есть. Да, все это можно смотреть через наш Chrome Extension, который у нас абсолютно бесплатный, ссылочку я тоже оставлю в описании. То есть, сколько линков вообще нужно ставить? Если посмотреть его пост внимательно, вы увидите, что у него есть как линки на себя, так линки и не на себя. Вот вы видите прекрасно, линка одна ведет на его статью про гест-постинги, одна идет на BloggerJet гест-пост. То есть, линки соседствуют как одна, так и другая. Какое есть правило вообще хорошее по созданию линков? Обычно 2-3 внутренних линка идет на 1000 слов. То есть вот у вас статья на 1000 слов, в ней должно быть 2-3 внутренних линка, не больше. Эту статистику предоставил Сайрус Шепард. Он действительно проанализировал огромное количество линков в топе и
подтвердил эту информацию. Вот. Конечно же, анкоры желательно делать длинными, вот как вы видите, да, которые идут в контексте. Самый яркий пример, как делать такие анкоры. Анкоры здесь и сейчас вымерли, их лучше не использовать. Да, на сегодняшний день здесь и сейчас эти анкоры убираем и переделываем на прямые вхождения ключа, которые у нас нужны. Вот, то есть вот так вот нужно делать, не где-то там 50 блок, да, там, или here, и это можете прочитать здесь, да, вот так не делаем, то есть делаем вот в таком духе. Вот. Внешние линки помогают Гуглу понять, что пост авторитетный. То есть вы ссылаетесь на данные, которые вы взяли из другого источника. Вы ссылаетесь на сервис, который вы рекомендуете. Вы ссылаетесь на информацию, которая, допустим, находится на каком-то другом издании, то есть какая-то важная информация. Или вы рекомендуете человеку почитать более детально либо у себя, либо у кого-то другого. Вот такие линки нужно ставить, и не можно, а нужно ставить. То есть у вас должны быть как исходящие линки, так и исходящие линки на свой блог. Следующий пункт, о котором мы поговорим, это размер контента. И размер контента на самом деле теперь кроется в том, что определенный лимит слов является вашей начальной линией. И для блоговых статей теперь этот лимит составляет 1500 слов и более. То есть, если мы говорим про число знаков, да, то число знаков, как вы видите, может переваливать уже за 10 тысяч. Да, то есть на сегодняшний день, если мы уже пишем блог, мы пишем блог. Яркий пример, тот же самый New York Post. Я решил зацепить вообще, сколько тут всего контента. Вот я даже попробую сейчас пересчитать количество символов у этого материала. Вот, и при помощи своего инструмента, где тут он у меня подсчет символов. Вот мы здесь видим, что вот в этом текстовом блоке 979 слов, или вот, допустим, вот видите, здесь 6000. Это для новостной публикации нормально. То есть вот если мы смотрим, да, это новостная публикация. Достаточно объемная новостная публикация с огромным количеством контента. Если же мы посмотрим на какую-нибудь статью, ну давайте эту же статью Semrush, вот, и посчитаем счетчик символов. Здесь у нас, видите, символов 13 тысяч, 2000 слов. То есть хорошее исследование – это 2000 слов. То есть давайте запишем. Новостная публикация в районе 800 слов, хорошее исследование – 2000 слов, огромное исследование может быть и больше. Ну, вообще в 2000 слов стараемся держаться. Слишком много, вы уйдете в какой-то лонгрид, который очень трудно будет уже читать и структурировать. Вот. Именно вот на этот объем старайтесь ориентироваться, когда будете писать контент. Вот. Средняя длина в 2025 году для топ-10 составила 1650 слов. Если еще, как говорится, у вас проблема укроется в том, что ваша статья слишком короткая, то есть вы слишком быстро закончили ваш контент, не забывайте добавить блок с часто задаваемыми вопросами, который будет идти внизу, допустим, к этой же статье. Допустим, вот вы написали чек-лист, и снизу добавили часто задаваемые вопросы. Но вот у бэклинка, к сожалению, их нет. Semrush их тоже не использует, но статью... Нет, Semrush использует. Где вот мы сейчас хединги откроем. Вот, мы сейчас посмотрим хединги. Нет, key highlights вот идут. Вот key highlights. Давайте вот мы сейчас найдем. Пока еще навигации нет. И вот, обратите внимание, вот идут вопросы и ответы. Вопросы и ответы. Ужасная навигация. Вот, мы сейчас медленно поднимемся и покажу вам. Вот вам яркий пример, как можно делать вопросы и ответы. Вот видите? Просто вот простые вопросы, простые ответы. Да, с картинкой. То есть вопрос-ответ можно тоже расписать с картинкой. Не обязательно там одно предложение делать, как раньше мы для SEOшки делали. Можно сделать это все качественно. Но есть одна проблема, да, то есть вот вы пишете слова, и вы рано или поздно понимаете, что вам, как говорится, надо наполняться символами. То есть вы понимаете, что материал, который вы пишете, вот он закончился где-то на первые 1000 слов, а нужно еще где-то 600 слов втулить в этот контент. Вы не знаете, что делать, и начинаете заниматься словесной беллетристикой. Чем занимались копирайтеры, а сейчас у них есть GPT, они прекрасно могут таким образом добивать. Нет, не надо так делать, постарайтесь дополнить все ваши блоки кейсами, опытом, историями, какими-то информацией из интернета, которую вы нарыли, которая максимально подходит, какие-то цифры, какие-то факты, цитаты. Вот этим можно наполнить недостающие пробелы в контенте. Помните, здесь качество превалирует над объемом. Если статья на самом деле ее можно
как говорится, закинуть GPT, сказать, выдащи мне самое важное из этой статьи, он выдащит 3 предложения, это плохая статья. Если он там действительно там накидает, что там действительно много полезных фактов, да, в статье, то да, это уже материал хороший, можно так самого себя. Еще один момент, на который мы остановимся в нашем 6-м пункте, это кликабельное содержание. На всех блогах, которые я вот часто замечаю, которые отлично ранжируются, у них есть это самое содержание. Разве что только у новостников нет, они его не используют. Но блоги его используют активно. Мы посмотрим на того же Семраша, посмотрим на блоговую страничку Бэклинка, даже можем посмотреть, допустим, на какую-то мою статейку в блоге. Вот мы сейчас зайдем в какую-то из статей. Давайте, вот как проверить текст на ИИ. Одна из моих таких свеженьких статей. Вы увидите, что у меня тоже есть содержание. Подходы к содержанию могут быть разными. Можно запихивать хоть все заголовки, подзаголовки, как делают, да, там, допустим, вот Семраж, да, вот он взял так вот и все вывалил, да, тут сиди разбирайся. Я делаю только H2. Бэклинка вообще все запихнул, вообще весь чек-лист сюда запихнул. Тоже молодец. Я просто сделал так максимально удобно, чтобы было, не занимало много места. То есть вот как раз вот самые важные вопросы я добавил, и этого достаточно. Содержание кликабельное – это то, что нужно. Сквозной список из H2, H3, который сделан в виде якорей, это у меня якорные ссылки. Вот. Они помогают пользователю действительно переходить на нужные моменты. Более того, они еще и ранжируются и могут высветиться как доп-ссылочка под вашей статьей в блоге. Да, я такое видел. Более того, Google и GPT легче понимать контент, который вот таким образом структурирован, потому что он уже разбит по ссылкам. Вот. Ну и, конечно же, не забывайте добавлять здесь ключевые слова. Во всех заголовках очень важно использовать ключевые слова, вопросы. Как бы тут я даже не буду учить вас, вы это и так знаете. Следующее, что нужно обязательно добавлять в статью, это свой собственный опыт. Если вы доверите статью написать кому-то из вашего персонала, допустим, или вообще наймете просто человека на улице, да, который за какое-то количество денег вам будет писать контент, скорее всего, его качество будет оставлять желать лучшего, потому что, например, себе все статьи я пишу сам. И я считаю это оптимальным, то есть писать самому. Да, я использую GPT, да, он мне помогает, он помогает мне структурировать мысли, но все равно весь материал, который вы читаете, подобранные скриншоты, подобранная информация, комментарии мои к этому тексту, да, то есть моя манера речи, да, то есть когда я там беру, добавляю какие-то моменты даже в этих чек-листах, расписываю какие-то моменты, подчеркиваю какие-то моменты стрелочками, это и есть вот этот вот experience, личный опыт, то есть кейсы, скриншоты, какие-то фотки до-после, например, до и после чего-то. То есть это все тоже отлично работает в блоге, подчеркивая то, что, про что мы говорим, это личный опыт. Вот личный опыт в материале, который вы делаете, да, его никто не повторит. То есть вы напишите статью, она будет строиться вокруг вас. То есть, например, как обойти проверку и исправить ошибки, вы этот гайд не найдете. Это мой личный кейс, мой личный опыт, и он рабочий. То есть я вот рассказывал, как это работает, как проверяется, и как я делаю текст, который проходит проверки на те же самые ИИ. Интересно, как пройдет теперь этот текст, который я сейчас сделал и залил. Будет интересно увидеть. Статья, как вы видите, достаточно большая. Вот, пока оно думает, мы как раз должны сказать, что формула, по которой вы должны писать контент, должна строиться по простой системе. Проблема, действие, доказательство и предложение, что делать дальше. То есть эта простая формула должна фигурировать во всех ваших статьях. Как вы видите, да, логично, вот 80% моего контента, и да, действительно, GPT мне здесь помогал. Помогал, потому что некоторые блоки действительно он мне помог написать. Вот, да, очень важно цитировать исследования, не забываем этом. Обязательно рассказывайте про то, как вы зарабатываете, за счет чего ваш блог зарабатывает там. То есть держите прямую связь, что вы прозрачны перед клиентом. То есть в блоге это действительно важно. Следующее, на что нужно обратить внимание, это, конечно же, call to action. Call to action в блоге это то, что не стоит забывать. Call to action я использую везде. Вы видите, у нас call to action здесь, call to action здесь. Более того, call to action здесь вы можете написать нам, да. И, конечно же, call to action в конце. Подпишись, воспользуйся нашим сервисом. Более того, все это написано именно так, поэтому call to action в блоге не забываем, никто его не забывает. Более того, у многих блогеров call to action, вот, пожалуйста, вот здесь check my site, да, вот мы можем увидеть, да, вот они работают тоже с Semrush клинком. У самого Semrush, да, пожалуйста, вот call to action здесь, call to action будет в подвале.
Ну, то есть не забываем про банальные вещи. Если ваша статья просто статья, я спрошу, а зачем она нужна? Call to action нужен, поэтому не забываем про эти банальные вещи, на которые, ну, многие забивают. Если суммировать по call to action, здесь очень важно работать с АБ-тестингом. Если ваша call to action форма не работает, ее стоит обновить, заменить. Здесь как бы не бывает универсальных, то есть решений. Да, можно подсматривать за конкурентами, копировать, вставлять в своих цветах, подбирать цвета, работать с цветами кнопок, тестировать, само собой, не забывайте, а то я иногда видел call to action формы, которые никуда не отправляли данные. Это тоже, ну, важный момент. Не забудьте на них аналитику повесить через тег менеджер, чтобы отслеживать, ну, реально ли люди обращаются через эту форму. Сделайте так, чтобы когда отправляют через форму, был сигнал, с какой статьи, с какой метки, то есть пришел к вам лид. Обязательно этот момент фиксируйте. И по поводу кнопочек «Поделиться». Эти кнопочки «Поделиться» на самом деле используют многие. То есть кнопкой «Поделиться» в статье в блоге, вот у нас даже есть, вот если можно выделить, можно там послать его там куда угодно. То есть у нас есть такой виджет. Более того, например, вот можно сделать такой виджет, как сделал, например, Backlink, где он говорит, сколько раз процитировали его статью. То есть, что довольно интересно. То есть, мне это даже понравилось. То есть, что вот так есть еще счетчик, он мотивирует, типа, авторитетной статьи. Смотрите, не просто поделись, а можно увидеть, сколько раз поделились этой статьей. Что тоже довольно. Вот, например, банальный вот способ поделиться. Да, вот, пожалуйста, пошерили и все. Но когда я его здесь, такого блока не вижу, или он сделан в отвратительном дизайне, либо непонятно где расположен, то есть здесь задача дизайнеру правильно его поставить, правильно оформить и действительно не игнорировать этот факт. Теперь самое главное правило, на которое многие не обращают внимания, либо обращают, но очень плохо, это грамматика. Запомните, грамматика – это первое, что нужно будет проверять на вашем ресурсе. То есть грамматика должна у вас всегда быть соточка, вот просто соточка во всех смыслах. Поэтому грамматику проверять можно через Grammarly, можно проверять через наш инструмент, который использует тот же Grammarly бесплатно. Вот пользуйтесь нашим инструментом, и все у вас будет хорошо. Посмотрите внимательно, да, то есть, чтобы у вас показатели были по яишке, я говорю, что она не важна, но старайтесь все-таки, если ваш авторский блог, яишке его полностью не доверять. И читабельность. Вот этот показатель читабельности старайтесь доводить до отличного показателя. Как его делать? Да, конечно же, попробуйте сами себе проговорить вашу статью. Если вы читаете ее вслух, и она прекрасно читается, то значит у вас нормально будет все с читабельностью. Вот, поэтому блог можно проверить, действительно, прочитав его вслух. Вот. На что еще обратить внимание? Орфография влияет на принятие качества. Хоть и это не прямой фактор ранжирования, об этом говорит сам Джон Мюллер. Я уверен, что они на грамматику все равно проверяют материалы, потому что в топе редко встречаются безграмотные материалы. Я вот этот момент тоже обратил внимание. Более того, почему GPT начал на фоне многих сайтов выделяться в топе, он просто грамотно формирует предложения. Он реально умеет писать лучше людей, потому что он редко допускает ошибки. Отлично пишет. И поэтому иногда написанный GPT-контент с правильными подобранными фактами ранжируется выше, чем контент, который написан безграмотным, но специалистом. Следующий момент, когда вы пишете статьи в блог, это выбирайте правильный URL. Вот просто правильные URL. Простой URL, вот как продвинуть свой блог, 3 слова, все используют через дефис, хотя видите, тайтл большой, да, но вот promote your blog, очень простой URL. URL должен состоять из небольшого количества слов, использовать только дефисы, не использовать никаких страшных символов. Все символы должны быть строчные. Стараемся писать только ASCII символы, ничего другого. Кириллицу стараемся избегать. Да, как ни странно, да, кириллицу избегаем, транслитерируем. И самое главное, урлы должны быть короткие, говорящие, без лишних слов. Об этом говорят действительно лучшие практики SEO-специалистов. Поэтому все урлы, которые в топах и которые я обращал внимание, они действительно очень простые. Очень простые. Вот, поэтому на это и целимся, и в это стараемся вокруг этой парадигмы строить правильные урлы. Все, что лишнее, как по бритве Акама, все, что сложнее, отсекаем. Конечно же, обязательно проверяйте мобилку. Мобилку проверить легко. Вы можете просто нажать F12 и посмотреть, как ваш сайт смотрится на мобилке. Давайте вот мы сейчас его... Вот, возьмем и посмотрим, как смотрится, давай подгрузись, как смотрится наш блог на мобильном устройстве. То есть вот можно посмотреть, как выглядят те или иные элементы, как выглядит call to action, как выглядит графика.
То есть как читается статья. Вот видите, вот я вам говорил про таблицы, что может происходить. Да, то есть они могут не помещаться. Вот. И, соответственно, так, это слишком много окошек я пооткрывал, поэтому вот можно посмотреть, что очень важно, чтобы стилистически отступы, текст был. Давай ты можешь выделять. Как выглядит сам по себе материал, как выглядят скриншоты на мобильных устройствах. То есть вот на этот момент обязательно обращайте внимание. То есть как оно всегда выглядит на мобилке, это важно, потому что люди 70-80% читают это все на мобильных устройствах. Да, иногда задаешься диву, потому что материал на 1500 слов, да, и на мобильных устройствах нет, читают. У многих большие экраны. Прекрасно это удобно смотреть на большом экране. То есть, кому нужно, тот действительно читает, изучает это в тот момент, когда ему нужно. То есть, блоги люди не читают просто так. Они столкнулись с какой-то проблемой, заходят на ваш материал и стараются понять, чем он полезен. Решать свою проблему, а не ключевые слова подлавливают, да, вот специально кликают по ключике. Нет, поэтому Mobile First, вот все это должно быть идеально, поэтому подгрузка картинок тоже должна происходить. Проверяйте свой блог на мобайл. Если у вас не работает call to action на мобайл, какие-то кнопки не работают на мобайл, что-то не помещается в контенте на мобайл, просто взяли свои статьи блога, нажали в 12, пролистали, тут можно выбрать разные устройства, протестили его, как он смотрится на мобайле, и уже сразу нарезали скриншоты с багами, да, по исправлению вашего блога людям, которые занимаются вашим сайтом. Это, ну, то, что нужно решать и не забрасывать долгий ящик. Более того, самопроверка после заливки, это тоже обязательно. Открыли с мобилки, полистали, посмотрели. Поэтому многие забывают, залили статью, ура, или там вообще нам залили статьи, ура, никто не проверил. Нет, проверять нужно. Да, на это нужно потратить время, пролистать каждую статью, посмотреть на все элементы, нарезать скриншоты и зайти поправить это все в коде. Да, это тоже нужно, поэтому таким образом, ну, увеличивается время на заливку и проверку. Вернемся к теме читабельности. Читабельность такой интересный показатель, который, ну, проверять довольно сложно, да, потому что как ее проверять, эту читабельность? Мы создали инструмент, который проверяет эту читабельность, да, вот наш Unmiss Chrome Extension позволяет это проверить. Вы можете увидеть читабельность статьи, какие у нее показатели, да, то есть и насколько она SEO-шно оптимизирована, как видите, она у меня 55, но это считается более-менее, тут слишком много ключевых слов просто. Поэтому, да, вот у меня она перенасыщена. Вот видите, статейка про... И что там говорит? Ну да. Вот, и обращаем внимание, что читабельность — это такой показатель, который, ну, трудно достичь, объективно его расписав. Но я постараюсь. На что нужно обращать читабельность? Во-первых, абзац должен состоять в среднем из трех строк. Это предложение где-то в районе 20 слов. Этот совет дает компания Nielsen. Они опытная, собственно, компания по маркетингу. Я за ними слежу уже давно. Как только начал вообще заниматься рекламой, про Nielsen я читал очень много. Само собой, у нас H2 идет каждые 300 слов. Ну, давайте померяем. Вот здесь, сколько здесь символов. Вот здесь, точнее, каждые 300 слов, видите, у нас тут... это не H2, это же H3 у меня. Здесь вот у нас вот 53 слова на микроабзац. То есть, если можно померить особенности в написании кода. Давайте вот дойдем до момента. Вот сюда. Вот. И здесь померяем количество символов. Придерживаюсь ли я собственных формул? Ну, 380 слов, видите, ну, вписался в норму. Да, именно вот такие объемы старайтесь удерживать. 300 слов на H2. То есть внутри могут H3 находиться, да, это не нормально, но вот H2 вот должен содержать вот такие блоки. То есть если у нас 1500, это у нас как минимум 1500 слов на 300 слов на H2, ну, у нас получается где-то 5 H2 в статье. Это вот, ну, нормальная такая вот категория блока. Раз, два, три, четыре, пять, мне даже 6 вышло, видите. Вот, ну, это и статья побольше. Соответственно, используйте списки, цитаты и эмоджи. Но с эмоджи нужно быть осторожным. Я бы в блоге эмоджи вообще бы не использовал этот совет. И его иногда периодически дают, но я предпочитаю их не использовать. Вот здесь эмоджи, просто статья про эмоджи, поэтому здесь я его и указал. Вот, очень оригинально. Вот вам, пожалуйста, цитаты. Цитаты, которые оформлены как цитата, имеют референс на источника. Можно это портретик красивый сделать, кто это сказал. Ну вот дизайн этого блока, его действительно вы можете увидеть на многих топовых сайтах. Она
В мусорных сайтах вы его не увидите. Вот. И, соответственно, если у вас его нет, вы, скорее всего, попадаете во вторую категорию, а в первую категорию, значит, вы его прорисовали, сделали качественным, красивым. Вот. Поэтому цитаты тоже влияют на читабельность, потому что и отступы, и прекрасно понимается такой контент. Следующий момент, который влияет на читабельность, это вообще колонка вашего блога. Ну, то есть, вот где он помещается, как вы видите. Вот мой блог, вот мы откроем Semrush блог, откроем снова Backlink блог, и мы обратим одну черту. Он разделен словно на 3 виртуальные колонки. Вот колонка с блогом, колонка с одним секцией, со второй секцией. Здесь аналогично. Вот у нас есть колонка, вот секция, и здесь пустая секция, да, она полностью пустая, обратили внимание, да, то есть у этого сайта, который мы смотрели новостной, у него та же логика, он разделен виртуально на 3 колонки, здесь пустая секция, да, а здесь секция с виджетом блоком. То есть вот эта система деления на вот такую центральную колонку, где контент, здесь слева что-то может быть, справа что-то может быть, чаще всего справа что-то есть, а слева по логике, да, вот ай-трекинга могут ничего важного и не ставить, потому что человек вот так читает, то, соответственно, мы видим вот такую информацию, что важный контент стараются специально сделать так, чтобы ты обратил внимание на него, когда смотришь справа. Ну, вот что-то ездит, ты читаешь, оно что-то ездит, и оно тебя мотивирует, поделиться. Или здесь вот содержание, пожалуйста, поделиться, да. У нас, например, собственно, прямая цель, да, это вот у нас сегодня заклинила эта кнопочка, вот она должна ездить. Вот у нас вот лид-форма и поделиться. Соответственно, вот этот вот блочок, вот у нас он ездил раньше, сейчас он что-то перестал ездить, мы его починим. Вот, и содержание у нас слева. Вот эта система, что у вас вот текст находится в какой-то колонке, да, вот виртуально, а слева и справа контент, который направлен на удобство или дегенерацию, да, он находится на своих местах, не отвлекая. Я видел блоги, когда нету этих колонок, когда он просто размазывается по всей длине и считает, что так норма, нет, то там есть определенная норма, там 800 пикселей вот стараться впаяться, вот давайте сейчас посмотрим, сколько здесь примерно. Вот, да, ну, у нас чуть больше, у нас, видите, 940 пикселей вот идет блок. Ну, обычно 800 пикселей, вот мы померяем сейчас у Semrush, вот, берем их вот так вот, колоночку, да, вот 890, то есть 900 пикселей у Semrush, у Backlink поуже был блочок. Вот у него, да, у него 800, вот мы верили, вот у него было в районе 800. Ну да, вот даже меньше 800, как мы видим. Вот, поэтому вот боковое меню и на читабельность этот вертикальный блок, он работает. Следующий момент, на который вы, возможно, не обратили внимание, когда смотрели это видео, это размер шрифта. Обратите внимание на размер шрифта у нас, на размер шрифта здесь, на размер шрифта здесь, на размер шрифта даже здесь. Но вот здесь он мельче. Почему сайт старый? Точнее, они шрифт себе не меняли. Но обратите внимание на вот эти блоги, которые мы смотрим, у них шрифт довольно такой крупноватый. То есть он реально крупноватый. И у нас достаточно такой простой крупноватый шрифт. Я иногда думаю, что чересчур крупноватый. Но у нас по поводу этого вечные споры. Вот. Самые лучшие шрифты на сегодняшний день, которые используются в блогах, это sans serif, это работа, Atkinson, Hyperlegible и Verdana. Базовый размер шрифта в районе 16 пикселей. Об этом, собственно, советуют разные SEOшники. То есть вот 16 пикселей считается оптимальным. Межстрочный интервал как раз в 1,5 повышает читабельность. Вот вы обратили внимание, тут везде есть межстрочный интервал. Ну, Backlink вообще пишет по одному предложению, но вы обратите внимание, межстрочный интервал, он есть. Он полуторный. Полуторный интервал реально дает легкое чтение. Если у вас этого нет, настройте, посмотрите, не слетела ли верстка, и радуйтесь, что вы уже этот пункт сделали. Следующий момент, который я хотел бы поговорить, это цвет шрифта. Обратите внимание, что цвет шрифта не является черным. Он, редко чисто черный. Он всегда какой-то чуть-чуть как приглушенный. Оптимальный такой цвет, вот я его вывел вам на экране. Это цвет, который можно настроить для вашего шрифта. То есть, вот, собственно, контрастность вот к этому цвету, да, вот который вот сейчас вот я вот его ставлю. Это классический черный. Давайте вот мы его сейчас... нет, это классический белый. Вот контрастность идет, собственно, 15:1. То есть это оптимальный момент для цвета. То есть избегайте чистого черного. То есть почему? Потому что на OLED-дисплеях вот этот чисто черный цвет,
он будет проблемным. То есть, а вот именно с подсветкой цвет у него будет всегда нормально. То есть на OLED-дисплеях чисто черный цвет работает некорректно. Вот этот нюанс мало кто знает, но вот будете знать, что в блоге лучше использовать именно такие цвета. Вот. Затем есть такой трюк, который мало кто использует, даже Бэклинка не использует его. И мы его, кстати, не используем. Но я об нем узнал совсем недавно, я видел его на других сайтах. Это когда человек пытается закрыть вкладку, ему встречает поп-ап, типа с просьбой, ну, наверное, вы случайно закрыли, да, и человек может там сказать да, нет, там, да, или там с возможностью подписаться. Exit поп-апы, про них я записывал видео, посвященное поп-апам, ссылочка должна появиться где-то здесь, вот, и про exit поп-апы можно посмотреть, да, их можно делать, главное не меня злоупотреблять. Переходим к последним пунктам, на которые нужно обратить внимание, это, конечно же, иерархия заголовков. Обратите внимание, что все статьи, которые мы смотрели, они имеют не просто заголовки H1, H2, H3, а они построены в иерархию. И эта иерархия и является, ну, действительно, ну, тем, на что нужно обратить внимание. То есть, вот обратите внимание, H1 идут H2, у него одни H2 идут. Он использует классическую иерархию из H2. Например, SEMrush использует иерархию хеддингов, да, то есть, мы сейчас посмотрим. Он использует H2 и внутри вложены H3. H2 и внутри вложены H3, иногда даже H4, вы видите, да, он делал даже вот такую систему логики. Вот, например, вот так вот лучше не делать. То есть, когда у вас H1, H3, да, вот этот H2 он сделал, видите. Здесь это у него явно уже он баловался версткой. Так лучше не делать. То есть, вот логика, либо у вас все H2, либо они у вас структурно, вот, например, как у меня, если посмотреть, вложены один в другой. Вот вы видите, вот общая логика, да, вот содержание контента, вот, хоп. Если вы не знаете, какие H2 писать, вот у вас есть список ключей, да, и вы не знаете, как их писать, закиньте ваш материал в GPT и попросите подобрать заголовки с учетом ключевых запросов. Это очень важно ему сказать, то есть учитывая семантику. То есть и он вам подберет эти заголовки как надо. Вот, и нет, не нужно ничего ломать в голову. Вот, соответственно, заголовки, во-первых, простое правило H1.1, последовательные H2, H3 правильно вложены. Не пропускайте уровни, то есть H4 после H2 такого быть не должно. Ну и, соответственно, ключи вариаций можно использовать. Вот здесь вот главный ключ, да, и вот вариация, да, допустим. Вот, главный ключ и вариация, да, то есть вот это вот используйте систему таким образом, зацепляя вот эти самые LCI-ключи вот в заголовках H3. Вот. По поводу вообще вставок видео. Многие говорят, что вставка шорт-видео в блог может действительно повлиять на вовлечение. Об этом говорит LiveWire. Я не могу подтвердить, не опровергнуть. Почему? Потому что мало опыта. Если у вас есть опыт, напишите в комментариях. Вот. Вообще видео влияет на время, сколько пользователь проводит на вашем материале, поэтому если вы добавляете видосы в ваши статьи, например, в этой статье, кстати, по-моему, еще нет я создал статью раньше, чем написал видео, ее нужно добавить. Вот, ну, как только вы написали статью, написали видео, вставьте ее, и таким образом у вас будет возрастать время, сколько пользователь проводит на вашем материале, если ролик дополняет эту статью. То есть инфографика повышает шеринг. То есть если у вас есть инфографика, статьей, скорее всего, поделятся. И, соответственно, всегда добавляйте, не забывайте lazy loading для вот этого контента, иначе у вас все будет жутко тормозить. Ну и последний пункт, я его уже несколько раз проговаривал, это цитаты. Добавляйте цитаты лидеров мнений. Обязательно цитируйте во всех блогах других специалистов. То есть подчеркивайте вашу авторитетность. Если вы этого не будете делать, например, цитировать можно как угодно. Можно и скриншот добавлять. Например, ваш блог. Вот просто достаточно скриншотом добавлять, где вы что-то писали, либо кто-то другой что-то писал, либо какая-то переписка. Можно добавлять цитаты с ссылкой, как я вот показывал виджеты. То есть обязательно добавляйте мнение в ваши материалы. То есть вот в моем моменте, да, то есть я вот сейчас мы найдем тут самое. Вот яркий пример, да, вот этого, вот мои цитаты, которые я делал, да, они ссылаются на официальные ссылки Google. Вот, на их исследования здесь можно перейти, посмотреть, то есть добавляйте эти цитаты для того, чтобы ваш контент
опрувить, то есть чтобы он был более качественным. То есть экспертные цитаты – это траст-сигналы. Ваш материал будет четко учитываться в Гугле, что он не мусорный, а полезный, ссылается на мнение других людей, дополняя его. Вот. Само собой, проверяйте экспертов, которых вы цитируете. Если вы нашли сайт, который вам предложил GPT, проверьте, может быть, он создан каким-то индусом, да, не в обиду индусов, да, который просто создал сайт и накидал туда GPT-контента и ловит трафик такой вот, как вот вас он поймал. Вот, соответственно, проверяйте материалы. И, конечно же, ссылка должна быть обязательно на оригинальный источник. Ее можно закрыть тегом nofollow, можно не закрывать, и, как я говорил изначально, да, то есть я вот, например, их не закрываю, они у меня открыты, потому что я хочу именно подчеркнуть, что они важны. Ну и, конечно же, цитату нужно всегда завершать каким-то мини-разбором, как это повлияет, допустим, на вашу нишу, или как это просуммирует тот материал, который был до цитаты, и сам материал цитаты. То есть она не должна быть просто брошена вот просто так, она должна дополнять контент и формировать какой-то вывод. На этом, собственно, на сегодня, я думаю, все. Я думаю, я сегодня много рассказал про то, что нужно делать сегодня с блогами. Если же у вас серьезная проблема, и вы не понимаете, с какой стороны ваш блог взять и поправить, вы можете написать мне, ссылочки на соцсети, наши мессенджеры будут в описании под этим видео. Я хочу, чтобы вы были открыты, писали свои вопросы в комментариях. У нас есть телеграм-группа, где можно пообщаться. И, конечно же, не забываем подписываться на канал, ставьте колокольчик, чтобы следить за новыми видео. Они у нас выходят уже теперь регулярнее. Само собой, у нас теперь возвращаются вебинары, и я буду рад всех видеть на нашем канале. Всем пока-пока!